Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Я Саша Карельский. Рад сообщить вам, что на YouTube-канале Кевина Кенни появилась вторая часть долгожданного интервью с Димашем Кудайбергеном. Сначала я очень обрадовался, а потом огорчился. Ведь я плохо понимаю по-английски. А Димаш, как оказалось, не только хорошо понимает, но и хорошо разговаривает на этом языке. Здорово, что у меня есть один товарищ с Эхо Питера, который рассказал мне, о чем там шла речь. Так что заходите к нему на огонек, если хотите попрактиковать английский язык. А мы переходим к более интересной теме – интервью Димаша ведущему Friday Livestream на MTV Кевину Кенни. Алга! Большое интервью Димаша. Хочу поблагодарить его. Также здорово, что у нас был наш чат MTV, и он хотел сделать его более содержательным для Dears. Он заботился о своих поклонниках, о своих Dears. Я знаю, о чем говорю, поскольку общаюсь с большим количеством артистов. И Димаш действительно заботится искренне и глубоко о своих Dears. И говорит о них каждый раз, когда я говорю с ним. Так что это действительно подарок для вас. Все вопросы будут от вас, от поклонников Димаша. Dears по всему миру направляли свои вопросы через социальные сети в течение следующих 10-15 минут. Привет, приятно видеть вас, мой брат. Рад видеть тебя, мой брат, с Новым годом! Давай погрузимся в эти вопросы, потому что их очень много, и они очень хорошие. Что тебя больше всего вдохновляет? Радость моих родителей, моих земляков и общение с моими Dears. Что тебе больше всего понравилось в Китае за время твоего пребывания там? У тебя была любимая еда? Абсолютно все, начиная от того, как меня там поприветствовали. Мне очень нравятся китайцы, их дружелюбие. Мои поклонники из Китая очень заботливые, а люди, которые помогают мне в Китае, невероятно трудолюбивы и вежливы. А моя любимая еда – это утка по-пекински с овощами. О, я обязательно должен попробовать это. Если бы ты сделал коллаборацию с каким-либо известным артистом, то кто бы это мог быть? И как обстоят дела с Джексоном Уэйном? Я бы с удовольствием поработал с Селин Дион. Джексон Ван очень талантливый исполнитель. Мы с ним поддерживаем связь, в том числе и по вопросу коллаборации. Но сейчас особо нечего обсуждать по этой теме. Но он очень талантливый человек. Что в жизни заставляет тебя улыбаться? Улыбки моих родителей и тех, кто мне близок. Есть ли у тебя в планах сделать релиз песни на испанском? Это очень хорошее пожелание. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит. Какой момент в твоей карьере был лучшим? Мне нравится абсолютно все. Может быть, кроме пару фотографий, которые были тривиальными. Но еще не очень интервью люблю давать. Сам знаешь, очень многое зависит от того, кто берет интервью. Но это я не о тебе. Ты хороший парень. И просто отличный интервьюер. Я знаю, что фанатам нравится это. Поэтому я соглашаюсь делать фотосессии и давать интервью. Это все ради Dears? Да. Чем вы больше всего гордитесь? Больше всего я горжусь тем, что я казах. Какие цели у вас есть на 2021 год? Я предпочитаю не делиться своими планами. Если бы вы могли путешествовать во времени, куда бы вы отправились? И почему? Никуда. Мне и здесь нравится. Что нового вы узнали во время карантина? Во время карантина я понял, что не имея возможности выступать на сцене, я чувствую себя плохо. Однако я был рад, что провел больше времени в Казахстане. Точно так же я мечтал, когда работал в Китае в течение 3 лет.
После первого опыта вы планируете выпустить еще один онлайн-концерт? Время покажет. Какие песни ты любишь исполнять больше всего? И какие из них более эмоциональны для тебя? Я люблю петь песни о матери. Я не пою их много на сцене, потому что они очень лиричные, и мне трудно управлять своими эмоциями. Можешь ли ты рассказать нам, что сейчас изучаешь и как одновременно управляешь и своей карьерой, и учебой? Мое обучение – это часть моей карьеры. Что для вас значит орел? Орел является символом нашей республики. Для нас это означает свободу, независимость и гордость. А можешь рассказать факт о себе? Поделиться с Диарс тем, что они, возможно, о тебе не знают. Я думаю, Диарс знают обо мне все. Да, они отличные исследователи. Какова твоя самая большая цель, как музыканта? Моя самая большая цель – творить свою музыку во славу своей страны и передать посыл о том, что жизнь коротка, и мы должны быть добрее друг к другу и любить друг друга. Мир полон политики. Некоторые политики не боятся начать войну, и это меня огорчает. Ты когда-нибудь хотел сняться в кино или сериале? Какую роль ты бы хотел сыграть? Для меня важнее, как сыграть роль, а не какую роль. У тебя есть страна, которая сильно тебе нравится? И в какую страну ты бы хотел поехать в будущем? Я планирую пожить некоторое время в США. Для того, чтобы продвигать свою музыку, мне нужно переехать в эпицентр музыкального шоу-бизнеса. Я уже делал это прежде, когда прожил 3,5 года в Китае. Это повлияло на продвижение моей музыки там. Мое любимое место из всех там, где моя семья. Если бы у тебя было 3 желания, что бы ты загадал? Мое первое желание загадать еще 1000 желаний, а затем можно составить целый список. Умный человек. Димаш, я знаю, что ты невероятно занятой, поэтому я ценю, что ты уделил время для ответов на некоторые вопросы от Диарс. Я надеюсь, что мы пообщаемся снова, когда будет готова твоя новая песня. Конец. Самые эмоциональные Диарс сейчас воскликнут: почему так мало? Самые нетерпеливые Диарс скажут: когда ждать продолжения? Самые впечатлительные скажут: он так устает, что начал скрывать лицо за очками. А самые закоренелые Диарс: Штирлиц, отвечал, но ничего конкретного так и не сказал. Как всегда, был скрытен. В любом случае, мы очень рады, что это интервью состоялось, и мы даже можем надеяться на подарки. Это 25 автографов Димаша за комментарии под интервью. Ссылку, как всегда, мы оставим в описании. Правила розыгрыша предельно просты и понятны. Прокомментируйте часть интервью, которая вам больше всего понравилась. Укажите имя своего аккаунта в Instagram, чтобы с вами могли связаться. Нет Инстаграма? Не беда. Напишите Twitter. Вот он вам и пригодился. На этом у меня все. Спасибо за внимание и удачи в розыгрыше автографа от Димаша. Алга. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.